Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео хочу поделиться с вами вариантами дизайнов с одной единственной пластины для стемпинга от компании Art A, пластина под названием Дракон. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Пластина упакована в эффектный завораживающий конверт с глазом дракона. На обратной стороне указана инструкция по применению. В конверт помимо пластины вложен также демо-лист, благодаря которому можно сразу посмотреть, какие рисунки можно отпечатать с этой пластины. Изначально пластина защищена двойной транспортировочной пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Основной интерес на этой пластине у меня, конечно же, вызвал именно глаз дракона, но стоит также отметить довольно удачные принты рептилий, которые также представлены на этой пластине. Отдельное спасибо производителям за мелкую сеточку, вот мне как раз и нужна была такая. Ну а в правой части пластины представлены драконы, смотрят, которые в разные стороны. Там есть и летающие драконы, есть такие когти дракона. Также есть надпись «Не сегодня», и вот название пластины «Дракон» также можно отпечатать. Прежде чем начать работать с пластиной, убедитесь, что вы удалили две транспортировочные пленки. В противном случае отпечатать рисунки корректно будет сложно. Гравировка чувствуется на ощупь. При отпечатывании рисунков у меня не возникло абсолютно никаких сложностей. Для первого дизайна возьму 3 рисунка с принтами рептилий. Периодически такой принт становится трендовым, поэтому таких рисунков, как говорится, много не бывает. На типсе в качестве фона использовала неоновые пигменты, сделала такую желто-зеленую растяжку, плавного перехода не добивалась, потому что он тут в принципе особо и не нужен. Черным лаком для стемпинга отпечатала рисунок с пластины, и вот дизайн готов. Такие принты очень эффектно смотрятся на кошках, но вот я решила показать вам именно такой вариант для того, чтобы вы как можно лучше рассмотрели эти самые принты. Сейчас на многих пластинах для стемпинга представлены шкурки рептилий, но вот тут очень хорошая мелкая детализация, поэтому, отпечатав рисунок даже на короткий ноготок, он будет отлично смотреться. Следующий дизайн также из разряда «отпечатал и готово». Использую полуэлементы, которые представлены на этой пластине. Тут также в качестве фона использую неоновые пигменты. За окошком солнышко, тепло, хочется чего-то яркого, к тому же лето не за горами. Ну а вы можете сделать фон такой, какой вам больше нравится, или такой, какой вам нужен. Тут хочу обратить ваше внимание на парящих драконов. Это действительно летящие драконы, не летучие мыши. Смотрятся, ну, на мой взгляд, очень здорово. И тут снова ничего сложного, просто отпечатали рисунки и эффектный дизайн готов. Следующий дизайн для любителей более сдержанных дизайнов. Тут я как раз таки буду использовать вот эту мелкую сеточку и абстрактную композицию. Так как не все линии в этой абстрактной композиции между собой соединены, часть композиции можно удалить при помощи скотча. Я это делаю для того, чтобы рисунок можно было разместить вдоль свободного края, и при этом он смотрелся бы завершенным. С внутренней стороны просветы между полосками закрасила белым лаком для стемпинга, отпечатываю на типс, и вот такой результат у меня в итоге получился. Хочу напомнить, что все дизайны подготовлены при помощи только одной пластины для стемпинга. К тому же типсы по ширине, по длине приближены к среднестатистическому размеру ногтевой пластины. Тут мне захотелось придать этому простому дизайну немного дерзости, поэтому я добавила 2 элемента. На типс отпечатала мелкую сеточку, и теперь при помощи безворсовой салфетки и ацетоносодержащей жидкости делаю такую дыру. Очень часто при создании дизайнов, вовлеченная в процесс, я просто выхожу из кадра, но этот момент я не могла удалить, потому что потом бы просто спрашивали, а откуда взялась дырочка в сеточке. Отпечатала царапки, отпечатала когти, и вот теперь, на мой взгляд, дизайн уже хочется рассматривать, хотя я поменяла только один типс.
Безусловно, таким образом можно оформить только два ноготка, а на оставшихся двух ноготках сделать однотонное покрытие. При этом цветовое решение тут, конечно же, полностью зависит от вашего желания. Для следующего дизайна возьму только один рисунок с пластины, но покажу, как он смотрится в двух вариантах. На двух типсах этот рисунок был раскрашен в технике реверсивный стемпинг, а на мизинце и указательном я поставила такие объемные капли. Это дизайн, ну, вот, в стиле Sweet Bloom, если кто помнит, раньше модны были такие дизайны. Для следующего дизайна я возьму пламя и все надписи, которые представлены на этой пластине. Мне очень нравится, когда на пластинах помимо рисунков представлены в этой же теме слова, выражения, которые можно отпечатать. А еще больше нравится, когда эти самые слова и выражения очень хорошо переносятся, да, с пластины. И вот тут я вам решила показать, насколько у этой пластины хорошая гравировка. Пожалуйста, надпись выполнена тонкими линиями и насколько же четко она отпечатывается. Ну и вот такой дизайн у меня в итоге получился. Логотип компании Арта также пошел в дело. Единственное, вот для мизинчика, ну вот какой-то такой маленькой надписи не хватило. Надпись «Не сегодня» — это такая небольшая отсылка к сериалу «Игра престолов», так как выполнена она в таком вот характерном шрифте. Для следующего дизайна я взяла принт чешуи дракона, либо драконьего яйца, двух драконов и также языки пламени. Тут все элементы были раскрашены в технике реверсивный стемпинг. Вот такая композиция у меня по итогу получилась. Ну вот и дракончики как бы друг на друга смотрят. Ну, не знаю, по мне ярко получилось, довольно оригинально. Ну и дизайн с глазом дракона. Тут обратите внимание, глаз дракона, если расположить горизонтально, то рисунок узкий получается. Поэтому я сначала отпечатываю, ну, рисунок, это такой принт, очень похожий на кожу дракона. Этот рисунок я отпечатываю в верхней и в нижней части типса, а по центру уже буду размещать глаз. В качестве фона на типсах растяжка с двух цветных гель-лаков, по центру более темный, сверху снизу посветлее. Что касаемо глаза, если размещать его вертикально, то он поместится на типсе и будет все замечательно. Но я решила сделать два глаза. И для того, чтобы разместить их именно горизонтально, мне пришлось немного уменьшить. Ну, в технике уменьшения стемпинг рисунка. А еще изначально я хотела сделать рыжего дракона, но в итоге передумала и сделала зеленого. Устанавливаю глаз, перекрываю дизайн матовым топом и вот уже зрачок выделяю глянцевым топом. И вот такой дизайн у меня в итоге получился. Мне очень хотелось вот на средний палец что-то в виде носа дракона сделать, но в рамках этой пластины ничего не придумала. Очень хорошая детализация у этого рисунка. Класс получается прям завораживающим. При этом не забывайте, это стемпинг рисунок. Это не нарисованный глаз. Вот за что я люблю стемпинг. Сама такой глаз я бы при всем желании не нарисовала. А тут отпечатала, раскрасила и готово. На пластине осталось два рисунка, которые я не использовала в дизайнах. Тем не менее, я отпечатала их на типсы для того, чтобы вы посмотрели, как они будут смотреться. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте сердечко, плюсик или смайлик в комментариях. Я буду вам очень признательна. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!